Здравствуйте, уважаемые коллеги, вас приветствует Мир Модели, меня зовут Павел. Уже прошел год с нашей прошлой передачи, когда у нас в гостях был Вячеслав Демченко, наш южный гость, известнейший моделист на территории нашей страны. У нас в городе проходила вот буквально сейчас на днях закончилась выставка. Вот, Вячеслав приезжал сюда со своими работами. Поездка у него завершилась успешно, занял места. То есть модели пользуются спросом, модели нравятся людям. Вот, и вот сегодня мы по нашей традиции затащили, он сильно упирался на нашу передачу. И сегодня, сегодня вот мы сделаем такой небольшой мастер-класс, потому что был представлен Вячеславом МиГ-31. Он был в такой серой окраске с такими вот как бы элементами выгорания, такой износа покрытия, как бы лакокрасочного там слоя. И вот мы решили сегодня сделать такой мастер-класс, где Слава покажет, как он этого добивался именно на своей модели. Ну, что все, я говорю, да я. Вот теперь, значит, Вячеслав скажет пару слов. Да, ну основная работа начинается по покраске с выбора типа грунта. Типы грунтов бывают самые разные. Разумеется, мы говорим о модельных грунтах. Да. Не о строительных, не о художественных, это отдельная вселенная. И используем грунтовки, предназначенные специально для нужд моделистов, то есть нас, всех. Не так давно различные производители начали выпускать грунтовки черного цвета. У нее есть свои преимущества, есть свои недостатки, но, на мой взгляд, преимуществ больше. Поскольку моделисты очень любят делать пришейдинг, то есть притянение линий расшивки перед окраской для придания рельефности модели, черная грунтовка позволяет от этого этапа избавиться. Используя черный грунт, мы автоматически и грунтуем модель, и при этом делаем пришейдинг своеобразный. Небольшие нюансы при окраске основным цветом потом. Но нюансы действительно небольшие, вполне по силам моделистам и с небольшим опытом. Заключается это в нанесении краски не сплошным слоем, а небольшими пятнышками и покрытие всего этого рисунка тонкими слоями жидкой краски. Грунты черные различных производителей бывают различного типа, акриловые, на летучей основе, так называемые, как лакер, да? Ну, да. Бывают в виде аэрозоля, как вот такие, мистер Хобби, да. Такие же есть грунты в баночке, тоже разводятся, они растворительные. Под аэрограф. Под аэрограф, да, вот непосредственно здесь. Но я в своих передачах раньше использовал вот этот грунт, я думаю, что он многим уже нашим зрителям уже знаком. Вот. И в чем еще плюс этого грунта черного, конкретно, например, этого. Многие производители металликов, красок металликов, например, Алклад 2, рекомендуют под металлики наносить черную базу, которая является отдельным продуктом, но грунтом не является, в понимании нашем. Черный грунт заменяет и черную базу, и пришейдинг, и выполняет функцию грунтовки. То есть для более надежного сцепления краски с пластиком. Пластик. Листовой пластик. Листовой пластик, да. Вот он здесь вот прокатана линия расшивки. Здесь также нанесена клепка. Ну, это имитация поверхности модели для имитация. Более наглядного показа покраски самой, собственно. Да. И чтобы не использовать модель, так сказать, пожалеть модель. Ну, листовой пластик можно не жалеть, его много, он недорогой. Нарезать расшивку, накатать имитацию заклепок — это недолго. Так что всем, кто будет пробовать эту технику, я рекомендую использовать такой пластик для опытов. Не модели старые или не нужные, а вот именно вот такой пластик. Если нет в наличии под рукой, то можно купить даже дощечку для лепки в ближайшем канцелярском магазине. Пластиковую. Буквоед у нас, да, продается, да. Нарезать расшивку
Вот. И, собственно, вот объект для испытаний. Заранее нанесен черный грунт Ганза. И мы готовы к проведению. Так, значит, что мы будем использовать? Опытов, Значит, да. я так понял, что мы будем использовать такую краску, 337-ю акриловую краску от компании Ганза. Hobby Color. Ну и вот растворяться она будет фирменным же растворителем Hobby Color. Ну, в принципе, многие знают, что можно использовать при этом стандартный томиевский. Начинаем сейчас, Вячеслав покажет, как он это делает. Красочка разведена, Да. аэрограф готовлен. Пробуем, определяем, как у нас краска идет, при каком ход педали, какой нам оптимальный на бумаге на стороне. Примерно определились. Вот, и начинаем красить точечно. То есть не сплошными движениями аэрографа, а именно точечно. Окрашиваем более плотно в центре панелей, лючков. Лючки переразмерены специально для наглядности, но при желании на модели можно с помощью аэрографа и более мелкие поставить точки. Вот, вплоть до вот таких вот. И панели дальше закрашиваем круговыми движениями. Хаотичными такими, да? Хаотичными, абсолютно хаотичными движениями, оставляя более темные участки ближе к расшивке. Получается вот такой вот, такая пятнистость. То есть ориентируйся по расшивке на модели. Да, по расшивке, либо по заклепочным рядам. Вот как здесь, вот на этой панели, вот на соседней. Так. Сейчас салфеточку. Салфетку желательно держать под рукой. И первый брызг делать в стороне где-то. Вот между заклепочными рядами делаем ровно то же самое. Краски в аэрограф желательно наливать немного, потому что в процессе работы часть испарится, если бачок аэрографа без крышки. И расслаивается, в общем, краска временно. Лучше по чуть-чуть и подливать уже свеженамешанную краску, свежеперемешанную. Ну, сейчас здесь более наглядно будет, получится у нас вот таким образом. Если идет краска хуже в стороне, мы просто как продуваем аэрограф. О, вот. Если чуть-чуть ухудшается выход краски, значит просто на игле, скорее всего, немножко налипло. Либо продуваем, как на этом аэрографе, либо ватной палочкой со сбавителем или со спиртом протираем иглу. Для ганза и томии, для акрилов это не актуально, а, например, краски Валеха, АК и Амма, они на игле очень быстро скапливаются там, да? Хотел сказать, намерзают, да, скапливаются, и получается сосулька на иголке, которая в самый неподходящий момент срывается и ляпается прямо на окрашенную поверхность. Вот. Это нервы, это время, это вот, примерно это предварительное. Получается у нас такой эффект. Закрасим всю панель. Чуть побыстрее. Общий принцип понятен. К центру панели слой толще. Цвет интенсивнее. К центру панели у нас получается базовый цвет. По краям панели просвечивает черная грунтовка. И вот как раз в этот момент мы из черной грунтовки делаем пришейдинг. Получается внешний вид у нас такой же, как если мы нанесем светлый грунт и черной краской сделаем пришейдинг традиционный. Вот, черный грунт. То есть экономится, просто больше времени экономится, да? Немножко... Да, и время экономится, и
Сам процесс просто немножко чуть-чуть дольше становится, но при этом Нет, сразу... нет, процесс дольше не становится. По пришейдингу я тоже крашу точно так же, то есть в несколько этапов. Вот панель, вот пусть даже пятнышками, будет неравномерно вся краска. Вот. Вот так. Вот. Ну, даже если краска немножко ляпнет, на панели получатся паучки, по этому поводу переживать не стоит. Они потом, это все потом выровняется. Вот. Получили вот такой эффект. Пришейдинг заработал у нас. По-моему, вполне похож. Да. Похож. И дальше увеличиваем расстояние от поверхности аэрографа и открываем подачу краски чуть побольше. И задуваем уже. То есть задача сделать таким образом, чтобы просто все не перекрыть. Нет, мы сейчас накладываем полупрозрачный слой. Слои даже. То есть главная задача это удержаться и все это не закрасить великолепие. Вот для этого нанесли слой, подождали немножко, высохнет, потому что краска после высыхания, она может поменять оттенок, быть более плотной, стать. Ты можешь туда показывать. Можно даже воздухом немножко подсушить. Чуть-чуть. Подсушить ее, да, немножко промежуточно нанести слой, подсушить. Вот такой эффект. Уже может кого-то устроить такой эффект. Можно еще пару раз пройтись, можно не походить уже после этого, да? Да, ну сгладить можно, да. Подкорректировать, добавить в основной цвет немножко более светлой краски. Вот, допустим, меня вот такой эффект уже устроил бы. Вот такой вариант. Если же красить просто, традиционно, вот на соседних панелях покажу с сплошным цветом, для сравнения, чтобы мы могли сравнить. Да, и еще такой нюанс, на черном грунте оттенки, особенно серые, они будут смотреться немножко иначе, чем на сером или на белом. Этот момент тоже нужно учитывать обязательно. Они более яркие, вот серые оттенки. Даже вот можно взять вот, не загрунтованный пластик, задуть. Ну да, есть же белые грунты, в частности, да, многие фирмы на белом фоне тот же самый цвет, вот даже видно, он выглядит более темным, более серым. Даже чуть с коричневиночкой. А на черном грунте они получаются оттенки серые ярче. Это особенно актуально при окраске американской палубной авиации. Когда человек берет готовую краску, ту же мистер Хобби или Color Hobby, и по номерам, и не думая, не осветляя, не притемняя, окрашивает модель, а потом удивляется, что у него не похоже. Он просто использовал другой грунт. Вот видно. Здесь это сплошняком? Да, мы здесь использовали преимущество черной грунтовки, здесь не использовали. Ну понятно, то есть все. Разумеется, процесс затягивается, становится немножко дольше, но я считаю, что результат стоит затраченных усилий, времени. Например, меня в этом процессе сдерживает только нагрев компрессора. Нагрелся сильно компрессор, прервался. Ну вот такую модель, как МиГ-31 в 48 масштабе, на подобную окраску уходит, ну, где-то 1,5 часа точно уходит. То есть постепенно всю модель вот такими локальными пятнышками панельно закрасить. Аккуратно, да, выделяя расшивку, обходя лючки. Да, совершенно верно. Вот. И потом сплошным слоем полупрозрачным. Вот на МиГ-31 можно еще поиграть цветами, то есть в основную краску можно добавить какого-нибудь либо осветляющего элемента, да, то есть можно еще высветлить краску. Вот даже разница видна, свежая краска и уже высохшая. При высыхании оттенок меняется, плотность краска набирает. Вот так. И еще такое замечание,
если работать, ну не если, а вообще работать с моделью, то крайне желательно пройтись первым слоем точечным всю верхнюю поверхность модели, потом полупрозрачным тоже всю поверхность модели, потому что потом будет сложнее добиться одинаковости. Вот. Понятно, а потом уже перейти на низ. Да, нижнюю поверхность. Не так, вот одну консоль покрасили полностью, потом к другой перешли, они будут выбиваться, отличаться друг от друга. Но если кто-то захочет такой эффект просто имитировать, то пожалуйста. И не обязательно аэрограф с супер маленьким соплом, 0,3 вполне достаточно. Вот, собственно говоря, это 0,3 есть, по-моему. Да. То есть вполне достаточно. Тонких особых работ здесь не понадобится. Можно сделать еще лучше. Вот эти все мелкие пятнышки сделать белой краской и серой. Вот особенно интенсивные такие точки понаставить белой краской. Потом основной серой пройтись, и будет выделяться. Будет эффект выгорания, эффект неравномерности, он усилится. Ну, для начала хотя бы попробовать так, а потом дальше развивать в сторону применения других оттенков, замешивания, осветления, притемнения. Можно более темное потом пройти по расшивке, можно эффекты. Но самое главное то, что вот черный грунт позволяет такие вещи. Плюс еще громадные черные грунтовки. При ее нанесении все дефекты сборки, обработки модели, они более наглядные. То есть мы можем в данный момент покрыть грунтом, подшпаклевать в этом, увидеть трещинки. Спокойно, да. Но еще раз потом грунтануть, да. Да, подшпаклевывать позволяют грунты на летучей основе. Акриловые грунтовки, они не так, как бы это слово, сцепляются с пластиком. Ну понятно, их... И механическая обработка потом нежелательна. Черные грунтовки. Это АК, Валеха и Амма. Хотя грунты очень хорошие. И у АК есть еще серия грунтов. Они ее позиционируют как грунты под металлики серии Extreme Metal. Это то, что у нас была передача в прошлый раз. Микрофиллер. То, что мы в прошлый раз мы как раз сделали. Да, металлика, металлика, Extreme Metal мы. И серия грунтов, у них есть микрофиллер, тоже на летучей основе. Они позволяют допускать полировку, механическую обработку после. Очень хороший черный грунт Алклад 2. Амма фасует именно этот грунт в свои пузырьки. Тоже. Единственный большой у них недостаток, единственный и самый большой, это запах неприятный. А поверхность получается идеальная. Ну и классика это Ганза, да. Ганза в баллонах, в баночке. Вот очень хороший. Здесь использована краска грунт Ганза черный. Ну, только из баночки. Да, из баночки. Только из баночки, разведенный оригинальным разбавителем своим. Не требует дополнительной обработки, но если какие-то дефекты обнаруживаются, то этот грунт позволяет их без проблем устранять. Акриловые, они просто могут скатываться. Но с другой стороны, акриловые грунтовки после суток сушки, они не сцарапываются с пластика даже. Но пластик обезжиривать нужно обязательно в любом случае. В любом случае обезжиривать. Грунтовка Black микрофиллер. Алклад 2. Это в основном под металлики. Но под металлики и для пластика он очень удобен. Как раз он дает поверхность аналогичную Ганза. То есть она устойчива к царапанию и так далее. И готова к механической обработке. У Алклада, фирма Алклад, это Алклад 2, только более мелкой фасовки. Амма Мих. Алклад 2, оригинальная фасовка побольше, 120 мл, очень удобно. Вот. Я, в принципе, рекомендую такую краску. Если какие-то дефекты поверхности покрытия грунтового проявляются, как там бахрома или еще что-то, пока свежий грунт, высохший, но свежий еще, можно пройти поверхность либо мягкой тряпочкой, либо даже зубной щеткой жесткой можно пройти и подполировать. Можно просто заполировать.
эти Ну, грунтовки. сейчас появилось большое количество различных наждачных бумаг на поролоновой основе. Они позволяют там 3000-е, 4000-е. Губки, да. Губки, да, они позволяют хорошо обработать. Автомобильные. Да, очень, да, сейчас эта Но- тема стремительно развивается, если уже наждачная бумага уже как бы... Вчерашний, позавчерашний день. Да, позавчерашний день уже, да. Но эти губки есть рассчитаны для обработки поверхности со смачиванием, с водой, для мокрой обработки, есть для сухой обработки. Да, поэтому надо, да, и обращать Этот внимание. момент нужно уточнять обязательно. Их очень много, вплоть до 3000-х, по-моему, да? Да. У каких-то компаний там ультрафайн, суперфайн называются. У кого-то по номерам аналогичные наждачные бумаги очень удобные. И вот прям можно грунтовочку, но не на не акриловые грунты обрабатывать механически, только вот такие, на летучем разбавителе. Вот, уважаемые коллеги, сегодня вот наша передача уже подходит к концу. Значит, сегодня мы еще раз, Вячеслав Демченко показывал нам, как он работает по черному грунту. Сейчас это очень модная тема. Вот, поэтому, значит, ну, еще раз мы перечислим немножко, что мы сегодня использовали, что кусок пластика был загрунтован черной грунтовкой. В данном случае это была ганза из баночки, разведенная растворителем, но можно также использовать. Ну, по свойствам грунт. аналогичная. Да, аналогичная, да. И также вот очень Вячеслав использует с большим удовольствием вот такую вот грунтовку. Она тоже великолепно ложится. Еще она приспособлена для механических воздействий, то есть ее можно как бы и полировать и так Допускает далее. обработку. Да, допускает механическую обработку. Вот. Потом, значит, соответственно, была подобрана вот такая вот краска 337-я акриловая, разбавленная родным фирменным ганзовским растворителем. Вот. Ну и после чего с помощью аэрографа был нанесен так называемый... Получилась вот такая модель. Да. И получилось, как, конечно, это была имитация лючков, расшивки, заклепок, то, что встречается на настоящих моделях. И вот таким вот образом вот он проводил такие манипуляции. Сначала выделял что-то внутри хаотично, а потом слоями, большим давлением все это выравнивал. Ну, тоже высохло и... Да, уже даже можно уже и потереть пальцами. Хотя вот фактически мы 15 минут назад красили, краска уже схватилась и даже уже... Ну, модель никто так не трет. Да, модель так Поэтому не трет, необходимости да. в этом не возникает. Да. Ну, можно смело делать маски из Скотча, из ленты защитной, из патофикс, ну, кто как любит. Да. И Можно наносить работать уже либо следующие слои, либо наносить уже лак под декали и так далее. Грунт прекрасно держится на пластике и прекрасно держит на себе краску. Вот. Собственно говоря, для чего он и предназначен. Но черный позволяет еще использовать эффект пришейдинга, то есть предварительного притенения линии расшивки, заклепочных рядов, лючков, других неровностей. Да, то есть дает имитацию неровной поверхности. Да, ну, то, что, естественно, добавляет зрелищности модели. Хаотично неровной. Хаотичнее. Да, вот так. Вот, так что вот такая наша сегодня была передача, мастер-класс. Вот, ну, что хочется сказать, что спасибо Вячеславу Демченко за то, что он заглянул к нам на огонек, что он провел мастер-класс. Надеемся, что мы встретимся с ним и в следующем году, будет интересная передача. Вот, он сегодня уже уезжает на родину, уже соскучился. Да. Вот, так что ждем вас на наших следующих передачах. Это был «Мир моделей». Меня зовут Павел и Вячеслав Демченко, наш гость с юга России. Юга России. Да. Да. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго.